красивый закат. Мы сейчас едем вдоль дороги, вдоль лимана и увидели стаю. Подумали, что это лебеди. Но когда приблизили, мы в таком восторге. Это пеликаны. Ой, сейчас. Вот они. Посмотрите, как их много. Их просто сотни. Очень хотели туда подойти, но это так далеко. И здесь высокая сухая трава, а в этой местности водятся каракурты. И мы боимся к ним идти. Но посмотрите, как их много. Несмотря на войну, такая экзотика все-таки к нам в Украину прилетает. Сейчас закат будет красивый. Ой, невероятно. Просто невероятно. Ну что, всем доброе раннее утро из Одессы. Сейчас 5:30 утра. Мы собрали все свои необходимые вещи. И ждет нас впереди достаточно долгая дорога. Но самое главное, что сейчас лето, прекрасное раннее солнце, красивые украинские пейзажи. И дорога хоть и долгая, но зато красивая. И когда едешь, действительно получаешь удовольствие от поездки. Как вы знаете, Одесса часто подвергается обстрелам, и у жителей города действительно нервы уже на пределе. Мы не исключение, поэтому решили немного от этого всего отдохнуть и поехать за город. Да, за городом тоже неспокойно, но тем не менее лучше, чем в Одессе. Поэтому едем в экологически чистое и прекраснейшее место в Одесской области. Сейчас проезжаем поле. И пришлось остановить автомобиль, потому что мы увидели поле с арбузиками. Вот как они зреют там. Арбузы, дыни. Класс. Но, к сожалению, это все далеко. И посмотрите, чтобы туда дойти, нужно вот от дороги преодолеть препятствия, туда побежать. Но этого не будем делать, потому что тут колючки, в шлепках не пойдем. Ну вот так, несмотря на засуху, люди стараются. И в Одесской области много арбузов и дынь в этом году. Вот тут немного дикой природы. Смотрите, цветы какие красивые. Нужно в мелочах находить прекрасное. Вон дорога, а у обочины растет такой замечательный куст цветов. Сегодня день обещает быть жарким. Посмотрим. Посмотрите еще, сколько в траве улиток. Их просто тысячи. Просто тысячи. И посмотрите, конечно, какое все сухое. Не все знают, что на крыше живут не только коты, но и собаки. Джерик! Джерик, иди сюда. Джерик! А ну иди сюда. Вот крыша, а вон Джерик. Возле антенны. Джерик! Джерик! Джерик, Джерик, а ты не собираешься спускаться, нет? А куда ты идешь? Ага. Вот он где живет. Джерик, ты шо? Я еще такого не видела, конечно. А больше прохладного места нету на земле, да, Джерик? Оказывается, вот почему Джерик не слазит с крыши сегодня. А все потому, что он распотрошил стул. На улице стоял стул. И теперь боится, что он будет наказан. Всем большой-большой привет. Всем привет из Одесской области. Да, от канала На Позитиве. И мы сегодня не одни. Мы сегодня, наши зрители уже знают этих красавчиков. Но Федя жив-здоров, Джерик тоже. И это Федя. Нам пришлось за ними немного побегать, чтобы снимать их видео, но... Уже вечер, все поприходили, да? Да, тяжелые. Сейчас вам будем показывать, как хорошо в деревне летом. Покажи, 100%. Федя, что ты его там опустил. Федя загрустил. Тяжелые. Они часто воюют, но они не разлей вода. Да, правда, чтобы позвать Джерика, не надо звать его как собаку. Достаточно сказать кс-кс-кс и Федя. Да, Джерик больше на имя Федя отзывается. Федя научил Джерика бегать по крыше. Все как положено.
опускаю. В этом году открываем арбузный сезон. Первый раз в этом году будем есть арбуз, и он крупнейший. Взвесили 9800, почти 10 килограмм. Мы с Ирой его вдвоем ели, подняли на стол. Сейчас посмотрим, какой он будет внутри. Будем с вами дегустировать. Вот так выглядит внутри эта вкуснятина. И в Одессе арбузы по 20-25 гривен за килограмм мы с вами видели. За городом арбузы по 10-15 гривен за килограмм. Поэтому здесь их можно себе позволить практически в 2 раза больше. Будет нам сегодня чем заниматься. Так, показываем вам, какая рыба водится в нашем Черном море. Это глоска, камбала, она очень вкусная, достигает размеров где-то 2-3 раза больше, это взрослые особи, очень вкусная. Это наша любимая черноморская рыба. Вот она есть разных размеров. Смотрите, какая красота. Это мы сами наловили, да? Это мы сами наловили. Вот такая вот селедочка. И покажи, что самое главное. Ну и вот еще вот такой у нас настоящий черноморский деликатес. Вот все правильно. Холодное пиво и горячие вкусные черноморские креветки. Все. Хорошо в деревне летом. Бог ты мой, Федя. Федя. Как ты, Федя? Ой, как ты красиво спишь. Даже не хочется его будить. Так сладко спит. Да, какой красивый котик. Привет, Федя. Привет, красивый. Ой, смотрите, у него ошейничек. Цвет украинского флага. Федя, привет, Федя. Привет, Федя. Такой игривый, красивый котик. Пришли с вами в святая святых на огород. Последний раз мы с вами были здесь весной. Посмотрите, какая в Одесской области засуха. Где-то здесь была морковка. Вот она есть. Вот это морковка. Так, Федя идет к нам навстречу. Где-то уже лазил. Наверное, не будем вам показывать важные дела здесь у Феди. Не будем вам показывать, как все посохло. Покажем то, что есть. Так, мы сейчас соберем помидорки. Да, в этом году аномальная засуха. Папа поливал помидорки, но что-то это им не очень помогает. Но здесь есть и хорошее. Нет, посмотрите, какие они ароматные. Просто класс. Смотрите, класс. Будет нам что сегодня ужинать. Это, конечно, уже последнее. Тут уже вряд ли что-то вырастет. Хотя еще, посмотрите, есть зелененькие. Нужно продолжать поливать. Я не удержалась. По старинке протрем. Вообще-то надо все мыть. Но правда здесь, Боже, какие вкусные помидоры. смотри, ты не одна. Ты так хвалишь помидоры, что Пришел Федя Федя. пришел. Федя, ты еще не наелся сегодня? Прелесть. С вами посмотрим, созрел ли нектарин. Нет, им еще надо один Смотрите, день. какие красавчики. Вот. Говорили в том, что в этом году будет плохой урожай персиков, и они будут дорогими, так и есть. Сейчас уже на привозе 160-180 гривен персики. Пробуем. Так мы и поужинаем здесь на огороде. Боже, какой сладкий, Класс. домашний. Привет, братва. Куда вы все убежали? А ну идите сюда. Мы пришли к курочкам. Ирина угостила их персиком, и они сразу прибежали. Смотрите, какие красотки. Федя, а лучшего места для умывания ты не думал найти, не? Ку-ку. Сейчас мы с вами еще попробуем инжирный персик. Папа сказал, что он уже должен быть спелым. Это твердым. А вот я один нашла. Вот какой красавчик. Посмотрите. Инжирные персики очень вкусные. Ой, какая там пчела вылетела. Осторожно, чтобы ничего не укусила.
Маленький. Маленькие, но все равно Ну, они очень вкусные. Вот еще красавчик там спрятался. Здесь главное искать. Ой, класс. Супер. Вот. Ира говорит, что она не хочет есть немытое. Я считаю, что в селе можно есть все. нектарин, Боже, какие они спелые. гладкий, и его можно не мыть. Какие они спелые. Завидуй. Смачного. Боже, нет ничего вкуснее, никаких фруктов вкуснее на базарах, чем те, что вырвал с огорода. Ой, что сказала, аж сама запуталась. Смотрите, еще зеленая. В этом году, что вот дает много плодов, так это айва. Смотрите, дерево залито. Хочется, чтобы оно не обсыпалось. Говорила Иру грызнуть мой персик. Она не верит, что они такие вкусные. Вкусные? Боже, у них как яблоко, ананас и персик. Дай сюда. вместе взятые. Медовые. А вот сливка очень вкусная. Кстати, спелая. Много комаров. Много комаров, мне надо убегать. Кусается. Такое солнце, что сливки и не видно. Вот такая она тоже. Она вообще крупнее в 2 раза. Но из-за засухи, видите, какая мелкая в этом году. А вот еще здесь яблочки такие есть. Не знаю, как сорт называется. Но они такие сладенькие, такие вкусные. Боже, просто прелесть. Тут можно прийти на огород и набраться витаминчиков. Посмотри. А вот какие яблочки. Все так пахнет. Просто прелесть. Кстати, вот вышел и взял себе, вырвал яблоко. Сейчас на базарах Одессы первые яблоки почем? По 80, по 60 гривен. Мелкие и с червячками. Вот такие вот красные. Куры. А ну давайте идите, ешьте помидоры. Такие красивенькие. Знаете, яблочко. О, на яблоко пришли повеселей. Вот как ни странно, есть еще мы тут обнаружили на огороде бурячки. Маленькие, правда, в прошлом году у папы такой огород был, в этом году все высохло. Такие немножко рахитные бурячки, но тем не менее хорошо, что вообще что выросло. Вот не то, что в Одессе. Сходил на базар, принес какие-то непонятные помидоры, неизвестно откуда. А вот здесь, смотрите, с огорода такие шикарные, вкуснейшие помидорки. Инжирный персик, он пахнет, просто сбивает с ног. Яблочки такие свежие. Ну и сливки. Что еще нужно для полного счастья летом? Вижу Джерика. Хвост. Ты что, с нами идешь? Делает вид, что он нас не знает. Заказали мы брынзу на вечер. Думали пойти вместе, но Виктория пойдет одна. Я так устала, не дойду я до брынзы. Это надо идти через все село. Да, вот так вот по-хитрому. Мы приехали из Одессы, думали, что в селе выспимся. Но не тут-то было, везде свои проблемы. Здесь какие-то мошки или насекомые, точно не комары, которые меня просто съедают. Я вообще не могу по ночам спать, оно все так чешется. Я уже пью таблетки и мажу смазями, что мне не очень все помогает. Побрызгали ее офом и отправляем за брынзой. Да, поэтому идем с вами на разведку по селу, посмотрим, как сегодня живет село в Украине. Знаете, что мне нравится? Что мы с вами попадаем в такое потрясающее освещение. Мы, скорее всего, с вами увидим заход солнца в селе. А это всегда так красиво и даже романтично. Класс. Высохло все, конечно, посмотрите. Ни зеленого, ни травинки. Не, хотя нет, вот какие-то цветочки здесь есть. Сейчас 8 часов вечера, и посмотрите, какая тишина. Я иду одна, и мне даже немножечко страшно. Посмотрите, как пусто. Но вы не подумайте, что здесь никто не живет. Здесь живет много людей, просто уже вечер. И все устали и уже, наверное, смотрят телевизор, либо отдыхают. Вот так.
Иду одна на всю улицу. Ни единой души. Ни собак, ни котов, ни людей. Козы только прошли. И, собственно, все. Вот и первая собака, которую я увидела. Надеюсь, она меня не покусает. Ой, какой ты злой. У людей во дворе прям виноградник. Шли здесь весной, в цветах было все. Я прикреплю в конце этого видео фильм, который мы снимали весной. Здесь было просто как в раю. А сейчас из-за засухи высохло все. Я иду, просто все одного цвета. Ну и вообще, хочу вам сказать, что август — это тот летний месяц, в котором уже начинает чувствоваться ежедневно осень, что она все ближе и ближе. Солнце все ниже и ниже, но нам еще достаточно далеко идти. Поэтому продолжим экскурсию по селу в Одесской области. Почему я не говорю название этого замечательного места? А все потому, что сейчас война, и мы решили, что будет правильно не озвучивать. Вот такие дела. Вот даже кто-то на мопеде проехал. И издалека, когда слышу звук мопеда, все время кажется, что летит дрон. Поэтому звуки пугающие. У большинства людей возле дворов чистота, порядок. Посмотрите, ни одной травинки у хозяюшек не растет. Здесь весной были такие красивые петушки, но, видите, уже все подцветало. Только петухи не кричат. А слушайте, как собаки лают. И сразу чувствуется, что ты явно не в Одессе. Вот даже аисты на крыше. Кустики, я не помню, как они называются. Ого, сколько там муравьев. Мама когда-то на даче тоже высадила. Они поразрастались у нас по всему двору. Буквально лет 10-15 назад на улицах было здесь гораздо больше детей, людей. Но, к сожалению, многие стремятся уехать в город. Сейчас из-за войны многие уехали за границы, потому что даже здесь неспокойно, даже здесь все напоминает о том, что война. Многие уезжают на работу в города, и становится пусто. Чтобы вы понимали, я сейчас пришла, я просто нахожусь на краю села. Здесь уже, видите, вон там улица и уже поле. И дорога объездная такая, полевая. Вот. В центре, конечно, там и магазины, и барчики есть, и церковь есть. Все есть. А я иду по самой окраине, поэтому... Возможно, покажется, что совсем маленькое село, но нет, оно достаточно большое. Сливки обнаружила. Твердые. Еще не дозрели. Вот, видите, это крайняя практически улица. И из нее уже выезд из населенного пункта. Смотрите, вечер. Скоро будет на небе красивейшая луна. Ну что, миссия выполнена, брынза куплена. Сейчас я вам ее покажу. Она мало того, что очень вкусная. Посмотрите, какое все чистое. Гладенькие такие вот. Брынзочка гладенькая, чистенькая. Вы смотрите, она просто идеальная. Я не знаю. Вот мы в Одессе сколько покупаем, никогда в Одессе такую не продают. А здесь, ну посмотрите, произведение искусства. Она вся ровненькая, такая одна в одну. 200 гривен килограмм. Но оно того стоит. Надо узнать, почем в Одессе, потому что я не помню. Даже, по-моему, дороже, 250. Ага. Я вижу далеко козочек. Как-то поздно они идут по домам. Они очень далеко от меня, я к ним не пойду. Солнышко садится. Интересно, боже, как сегодня тихо. Ни души. Смотрите, ветра нету. Погода для прогулок просто идеальна. И самое главное, нету комаров.
Вот так сегодня выглядит закат в деревне. Я желаю всем хорошего вечера, всего наилучшего и до встречи в следующем видео. Пока-пока.